Здравствуйте, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас будет влог о нашей жизни в турецкой провинции. Сегодня мы с вами 24 часа вместе проведем с моими детками. У нас сегодня выходной, но в принципе, если у вас есть детки, вы знаете, что выходной, что нет, это в принципе никакой роли не имеет. Каждый день проходит относительно одинаково. Первый обычно у меня встает доченька. Рота, подъем, вставай, в школу не успеваешь. Детей будить ни в коем случае нельзя. Нужно потихонечку, аккуратненько поглаживать. Моя хорошая, вставай, просыпайся. Детский мозг не как у нас взрослых, и он среагировать быстро не может. И вы прям с утра ребенка вгоните в стресс. Не в зависимости от будней или выходных мы встаем в одно и то же время, пока у нас, конечно, не началась школа. Вы, наверное, спросите, почему мы так поздно встаем. В Турции жизнь начинается после 9-10 утра. Вы никогда не увидите, что в 7-8 часов здесь какая-то такая движуха или еще что-то. Здесь абсолютно нет людей, абсолютно нету машин. В общем, все спят в это время. В будние дни мы обычно с детками стараемся делать зарядку, но в выходной я освобождаю их от этого. Сегодня у нас завтрак скромненький. Мой сыночек омлет ест. Это у нас баклажаны с красным перцем и луком, сделанные на костре. Очень вкусно. Это гренки, это пионер, без него никак. Типа нашей соленой брынзы. И это оливки. Они, конечно же, наши. Как ни странно, не пьем ни турецкий кофе, ни турецкий чай. Мы пьем зеленый чай. В Турции нет зеленого чая, по крайней мере, у нас в Измире. Очень тяжело найти листовой в пачке чай. Продаются пакетики. Я этот чай Сейчас я вам покажу, какой я беру. Вот такой вот зеленый чай. Это единственное, что я могу здесь найти у нас в Измире. Привозят его, фирма вообще это Караденис. Там, где выращивают, в принципе, чай и особенность зеленый. Запах потрясающий у него. И смешиваю его с какими-нибудь травами, например, с рейхам или с мятой. А это у меня доченька, посмотрите, на стульчике моет посуду. Помощница мамина. Помахай, что ли. У меня муж работает риэлтором, у него своя мини-фирма, поэтому он сам себе начальник, но обычно он уходит к 10 часам, и у него нет выходных. А после завтрака наши детки остаются свободные. Они дома развлекаются, играют, развиваются, в общем. Обед и ужин я начинаю готовить с утра, чтобы к вечеру у меня было больше свободного времени, потому что мы с детками вечером любим гулять. А это у нас рыбка. Это у нас сам дедушка ловит. Кстати, в Турции рыбку мужчины чистят. Но у меня муж в жизни не будет чистить, поэтому мне приходится это делать самой. У меня есть вот такая чистилка. Кстати, в Турции не знают, что это такое, и ей практически не пользуются. Ну, может быть, редкие какие-то современные в городе, я не знаю. Ну, в общем, у меня свекровь, думаю, что это печеньки делать надо. Формочка для печенья. Потом я ей объяснила, что это чистилка для рыбы. Рыбка у нас сегодня на ужин. Свеженькая с моря. А в этом году у нас рыбка подорожала. Если было раньше 20-30 килограмм, то сейчас 50 и выше на базаре. И берем вот с этой попочки и вырезаем. Вытащить все кишки. Иной раз попадается икра у нас. Но это у нас обычная такая рыбка, без икры, без ничего. Вот эту черноту тоже надо убирать. Все. Можете работать в перчатках, потому что руки потом пахнут. Это у нас жабры. Их все надо тоже вытащить. Все. Рыбка наша готова. Где-то к часу мы обедаем, а после обеда у нас тихий час. Малыш, конечно же, спит, но дочка, не шумя, отдыхает, занимается тихими своими делами. Потому что у нас море в шаговой доступности, и мы там находимся по 3-4 часа. Самое безопасное время загорать это после 4, особенно для деток, и получения витамина D. Делают вот такое вот сюрприз. Обычно это делают предложение на руки и сердце.
очень модно, кстати, в Турции. А сейчас мы вышли купаться. У нас на дворе сентябрь месяц. Жуткая жара с влажностью невыносимая. Это здесь пляж с лежанками, со всеми делами. Мы любим купаться на диком пляже. Это идет рыбак, свежую рыбку продает. Это у нас специальные, я не знаю, как их назвать. В общем, они одеваются для моря. Они здесь очень модные и очень распространены. А это у нас художество сделала моя дочка. Кстати, никогда не запрещайте деткам рисовать на себе на теле. Такие классненькие домики здесь возле моря. Это моя мечта. Надеюсь, она когда-нибудь осуществится. А это у нас мини-порт. Маленькие кораблики тут собираются, рыбаки в основном. В этом году дома очень подорожали. Я даже боюсь представить, сколько сейчас такие домики стоят возле моря. Здесь вот такого старого типа постройки. Видите, черепица на крыше. А те, что вот такие высотные, они уже новые постройки. Турция, на каждом углу есть феники. Или финики, как они точно называются. Прям везде они растут, эти деревья. Подходи и собирай. Вот еще домик интересный, выходит прям на море. А это уже задняя сторона домов. Внутренне. Кстати, здесь дома в основном повезло, доставшиеся по наследству от бабушек, дедушек, родителей, в общем, тоже старых построек. Сейчас они стоят, конечно, целое состояние. Вот на таком диком пляже мы отдыхаем. Море что-то у нас сегодня бушует, ветерочек, но вода очень теплая-теплая. Это я как-то в молодости выиграла себе сумку с этим ковриком от Oriflame. Кстати, очень-очень удобная вещь. Вот такая вот теплая-теплая у нас водичка. На ужин я ее просто положила на противень в пергаментную бумагу, маслом, лимоном полила и побольше соли. И вот такую жареную рыбку мы кушаем сегодня. Вот такой скромный ужин. А потом обычно куда-нибудь выходим гулять. Это у нас городочек Ночной Чандарлы, очень красивый, с чистым прохладным морем. В описании под видео я вам оставлю ссылочку, можете подробно посмотреть об этом городочке. Здесь нет туристов, здесь отдыхают только местные. Еще в Турции есть такая особенность, которая мне очень нравится. Они собираются большой семьей, берут раскладные стулья, столы, то, что здесь очень тоже распространено, и прямо на пляже вот так вот устраиваются и отдыхают.
Игра «Окей» очень популярная в Турции. Ее в основном играют в кафе, собираются мужчины от 2 до 4 игроков. А в провинции, в Турции, ее еще часто называют «Оджей» на турецкий лад. Пришли кафешку, Пришли кафешку поесть тост. Пахнет морем, очень красиво. Вот такой тостик нам пришел. Там внутри колбаска, соленья, соленые огурчики и огурцы-помидоры. Вкусно? А после тостика вот такой турецкий чай. Смотрите, какая красота здесь. Кафе выходит прямо на море. А уже где-то в 10 часу детки у меня ложатся половина 10 ночью, а я уже после, потому что делаю домашнюю рутину и, конечно же, обязательно уход за собой. Это мой принцип. И на ночь, конечно, обязательно кремиком. Кремами я пользуюсь ровно с 18 лет, ровно каждый день. Обычно я беру для глаз. Ну, крем для глаз у меня закончился. А когда у меня заканчиваются крема, я беру обычный любой детский крем. Это самая безопасная продукция, потому что детская косметика проходит строгий контроль. Поэтому я иногда беру ее. И вот такими движениями, совсем практически не прикасаясь. И вот такой себе взяла гель от L'Oréal. Гель на основе алоэ. Потому что в Турции и так жара, у нас море рядом, вот эта влажность, и в особом увлажнении кожа летом не нуждается. Но, опять же, чтобы совсем ничего не нанести и лечь спать, я так не могу. Он такой прозрачный, видите? По капельке вот так наносим по всему лицу. Абсолютно не жирный и очень-очень освежающий, и быстро впитывается. То, что надо на лето. А уже зимой, конечно, я крема беру пожирнее. И опять же, вот такими движениями массирующими я его наношу. А уход за лицом и все дела, это меня научила косметолог, моя подруга. И для женщины уход за лицом – это процедура номер 1. Так что, девчульки, чем раньше начнете, тем моложе будете выглядеть позднее. И ложимся спать. Спасибо, что этот день провели с нами. Если вам было интересно это видео, обязательно подписывайтесь и обязательно ставьте лайк.